У меня в руке смесь сотен душистых веществ, которую мы привычно называем эфирное масло розы и воспринимаем как единый запах. Однако мастер-парфюмер сможет назвать отдельные компоненты и даже примерно определить их соотношение. Эта способность – не врожденный дар, а результат многолетних тренировок, благодаря которым такой человек не просто чувствует запахи, а думает на языке ароматов. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Конопелькин, я парфюмер-любитель, и в этом видео мы вкратце обсудим, как обучаются представители крайне редкой и очень востребованной профессии. Для сравнения, в мире меньше мастеров-парфюмеров от 30 до 40, чем действующих космонавтов, больше 60. Как парфюмер становится мастером своего дела? Этот путь начинается с многолетней учебы. Большинство начинающих парфюмеров имеют высшее образование в области химии, поскольку парфюмерия – это, по сути, искусство манипулирования молекулами. После этого они поступают в одну из немногих специализированных школ, например, в знаменитый Международный институт парфюмерии, косметики и пищевых ароматов в Версале, Франция. Основа обучения парфюмера – это монументальная задача создания собственной ментальной библиотеки. Ученики должны научиться по памяти распознавать палитру из нескольких тысяч различных компонентов. Ключевой частью этого обучения является метод Жана Карлеса. Система, разработанная для того, чтобы придать некоторую структуру этой монументальной задаче. Начинается все с того, что Карлес назвал обонятельным алфавитом. Студенты знакомятся с сотнями исходных ингредиентов, натуральных масел и синтетических веществ, сгруппированных по семействам. Цитрусовые, цветочные, древесные, пряные и так далее. Целыми днями они вдыхают ароматы этих ингредиентов вслепую. Единственная цель – запоминание. Студенты должны научиться мгновенно определять жасмин, а затем отличать его от туберозы, знать разницу между сандаловым деревом из Индии и Австралии, различать десятки уникальных молекул, каждая из которых относится к группе мускусов. Чтобы эти тысячи невидимых ингредиентов закрепились в памяти, студентам приходится создавать субъективные зацепки. Они учатся связывать запах не только с его названием, но и с личным ощущением или образом. Какого цвета этот запах, какова его текстура, он резкий или мягкий, теплый или холодный. Запах ванилина может быть охарактеризован как сливочный, сладкий, успокаивающий, бледно-желтый. Молекула гальбанума может стать резкой, интенсивно-зеленой, горькой, как стебель растения. Этот процесс формирует устойчивые нейронные связи, закрепляя каждый запах в центрах памяти мозга. После нескольких лет такого обучения студент начинает работать под руководством мастера, еще не создавая ароматы, но изучая их архитектуру. Он смешивает формулы в процессе, понимая, почему цитрусовые – это мимолетные верхние ноты, которые чувствуются первыми, в то время как мускусы и смолы – это тяжелые базовые ноты, которые остаются на коже в течение многих часов. Он проводит дни, изучая взаимодействие ингредиентов, создавая аккорды, смеси двух или более нот, которые формируют единый аромат. Этот этап может длиться более 10 лет, представляя собой тренировку нейропластичности. Ежедневное воздействие десятков мощных запахов заставляет мозг становиться более разборчивым, укрепляя нейронные связи между обонятельными рецепторами и обонятельной корой. Именно так появляется способность воспринимать нюансы, которые изначально отфильтровываются как шум. Благодаря годам интенсивной подготовки мозг способен раскладывать запахи на составляющие. Например, роза – это свежий лимонный оттенок цитронеллола, сладкий металлический привкус фенилэтилового спирта, пряный перечный аромат гераниола. Эта тренировка никогда не прекращается. Здесь парфюмеры подобны пианистам, им приходится ежедневно практиковать гаммы, чтобы оставаться на высоте. Ремесленник, который годами просто запоминал материалы, наконец-то становится художником. Если вам нравится это видео, поставьте лайк. Стоит отметить, что у этих специалистов различаются роли в зависимости от рабочей среды и специализации. Парфюмеры – творцы. Эти люди сосредоточены на художественном создании, будь то для элитных парфюмов или функциональных ароматов. Ароматизированные бытовые товары, такие как стиральный порошок или шампунь. Парфюмеры модных домов. Редкие и известные личности, работающие исключительно на один люксовый бренд, такой как Chanel, Guerlain или Hermès, чтобы сохранить ольфакторное наследие бренда. Парфюмеры, создающие композиции для крупных компаний. Эти профессиональные призраки
работают на крупнейшие парфюмерные конгломераты, такие как Живодан, Firmenich или AFF, и создают ароматы на заказ для модельеров и знаменитостей. Независимые или нишевые парфюмеры. Энтузиасты, которые управляют собственными брендами или работают фрилансерами, часто отдавая приоритет личному художественному видению перед рыночными тенденциями. Технические парфюмеры и аналитики. Специалисты, которые адаптируют существующие формулы для различных продуктов, например, мыла или крема, или используют хроматографию для оценки продуктов конкурентов. Возможно, в ближайшие годы этот список расширится, ведь наука о запахах становится все сложнее. Например, парфюмерные дома начинают использовать точные инструменты, такие как функциональная магнитно-резонансная томография, чтобы измерить, как определенные ингредиенты напрямую влияют на наше настроение. Цель – создавать ароматы, вызывающие чувство спокойствия, сосредоточенности или счастья. Когда мастер-парфюмер получает новое задание, скажем, передать ощущение прогулки по лесу после дождя, он создает аромат, основываясь на своем воображении, на ощущениях. В качестве верхних нот подойдет резкий зеленый запах абсолюта листьев фиалки для ощущения шелеста травы под ногами. А геосмин добавит петрихор, запах дождя, поднимающего пыль. Для создания центра аромата будет выбрана древесная основа, сухой кедр на контрасте с влажным землистым пачули. Возможно, толика дымного березового дегтя, чтобы привнести терпкость далекого костра. Для базовых нот для основы подойдет дубовый мох, насыщенный слегка горьковатый аромат коры и амбритолит для мягкости и тепла. Каждая из этих опций продумана до мелочей, взята из огромной мысленной библиотеки. Парфюмеры смешивают не только запахи, но и чувства, текстуры и воспоминания. В итоге получается не просто парфюм, а повествование. Это история, рассказанная на языке, который обходит сознание и обращается к нашим эмоциям. Работа мастера-парфюмера – это не просто история создания ароматов. Это яркое свидетельство удивительной пластичности человеческого мозга. Выдающиеся способности не всегда являются результатом врожденного таланта, а часто следствием целенаправленной, сосредоточенной и регулярной практики. Наши чувства не являются чем-то неизменным, а представляют собой инструменты, которые можно отточить. В нашем визуальном мире парфюмерия напоминает о силе невидимого. Она призывает обратиться к богатому ландшафту ароматов, который нас окружает. На этом мы заканчиваем знакомство с тем, как работает наше обоняние. В качестве продолжения рекомендую посмотреть видео, посвященное истории парфюмерии или терминам парфюмерии.